Всем привет! Вы на канале Начни вязать. Меня зовут Татьяна. Это канал с уроками по вязанию спицами и крючком. Присоединяйтесь, если вы здесь впервые. Сегодня у нас видео из новогодней серии. Мы будем делать венок из основы пенопластовой и пряжи. Будем все это украшать потом. Не забывайте поставить видео лайк, написать комментарий или поддержать меня на бусти. Все ссылки будут под видео в описании. Итак, что нам нужно? Первое, что я буду использовать, это пряжа Alize Puffy. Пусть будет Puffy. Итак, это цвет 847. Такой зеленый, изумрудный, припыленный, не очень яркий. Моток я буду использовать. Потом мне нужна будет основа из пенопласта. Продаются они в рукодельных магазинах, и я вам рекомендую взять размер побольше, вот такой. Это диаметр 30 сантиметров, и стенка здесь примерно 4 сантиметра в ширину. Есть у меня еще вот такое кольцо, здесь 20 сантиметров, и вот эта стенка 3 сантиметра. Так вот, на вот такое маленькое кольцо наша пряжа будет укладываться не очень хорошо. Я попробовала, и у меня получается вот эти вот петельки, они будут идти рядышком друг за другом, а нам нужно, чтобы получилась такая мешанина, все вперемешку, чтобы это у нас имитировало елочку, собственно. Поэтому берем основу побольше. Далее я буду использовать двухсторонний скотч. Вот такой, он тоненький. С одной стороны отрезаете, потом снимаем ленту, будем лепить сюда. Можно использовать горячий пистолет, но я вот такой вариант предпочту. Также для украшения в дальнейшем понадобятся какие-нибудь бусины, игрушки, какие-нибудь вот такие цепочки. И я предложу вам вариант, покажу быстренько, как сделать какие-нибудь вот такие красивые веточки тоже для украшения. Веточки я буду делать из различных, вот у меня есть акриловые бусины, металлические бусины, капельки, есть деревянные бусинки, и у меня вот такие тоненькие проволочки, и не в серебре, в цвете, ну, в общем, что было. Коричневые проволоки, поэтому если у вас есть серебро, проволока, либо чуть потолще, чем это, то для вот таких веточек будет, конечно, лучше. Ну, просто чтобы сочеталось серебряные бусины, прозрачные бусины, лучше, конечно, с серебром. Итак, давайте начнем с венка. Как я предлагаю работать? Я буду делать небольшие полоски двухстороннего скотча, например, вот такие. И буду приклеивать их на лицевую сторону. После того, как вы их приклеиваете, вот эту коричневую верхнюю часть, желтенькую, просто нужно снять, и у вас останется сверху липкий край. Я беру пряжу. И теперь сюда будем приклеивать нашу пряжу. Берем пряжу так, чтобы петельки смотрели вверх, а основание приклеивалось. Чуть-чуть небольшой хвост оставлю для какой-то потом коррекции. Хорошенько прижимаем и начинаем оборачивать. Смотрите, какой нюанс. Если вы будете делать сильно плотно друг к дружке, прям, знаете, очень-очень такой пухлый веночек, лучше взять, конечно, 2 мотка. Одного мотка хватает, вот, чтобы заполнить, при этом при обвитии обязательно хорошо натягивайте нитку. И, ну, местами, конечно, будут какие-то вот такие видны, если сильно придираться, да, будут видны проплешинки, но мы еще все это украсим, и поэтому в целом видно белой основы не будет. Чем хорош вариант использования не клеевого пистолета, не горячего клея, а двухстороннего скотча, у вас есть маневр, чтобы все это оторвать и перекрутить заново, если вы понимаете, что нитки не хватает. Итак, вот на вот это у меня ушел один моток. Ровно я его закончила, ничего лишнего не осталось. Теперь этот веночек можно чем-нибудь украсить. Например, мы можем обмотать вот такими цепочками.
мы можем с вами украсить какими-нибудь веточками. Например, я сделала вот такие 2 ветки. Здесь бусины пластиковые, акриловые вот эти, капельки акриловые, металлические серебристые бусинки. И все это проволокой скручено. Или вот такие деревянные бусинки. Получилась веточка. Так как деревянные бусины у меня потолще, то я сначала проволоку скручивала в 2 раза, и потом уже еще раз скручивала. И все равно, конечно, но веточка тяжелая. Как этим можно украсить? Я думаю, здесь можно, конечно, посадить опять же на клей, а можно просто протянуть сквозь несколько петелек и таким образом зафиксировать, учитывая, что, ну или туда к скотчу подцепить, учитывая, что веточки довольно легкие. Если у вас будет висеть подобная конструкция, то, конечно, лучше как-то, например, петельку сделать и скрепочкой присоединить к вязаному, к пряже. Можно маленькие елочные игрушки сюда пистолетом клеевым приклеить, другие какие-то крупные бусины, например, или вот такие веточки. Давайте покажу, как можно сделать такую веточку. Я буду использовать вот такие бусинки, опять же капельки и металлические, и леска у меня очень тоненькая и такого золотистого коричневого цвета. Я ее отматываю примерно 1,5 метра.
Вот такая веточка получилась, и ее тоже можем сюда прикрепить. Вот такой новогодний венок у нас получился. Надеюсь, вам будет полезно, и вы сделаете себе такое украшение для Нового года. Можно сделать крепление для того, чтобы повесить на стену этот венок или на дверь. Можно просто сделать его как окружение какой-то красивой свечи на столе, то есть сюда внутрь поставить свечку. Думаю, вы обязательно что-нибудь интересное придумаете, как это можно использовать. А я же благодарю вас за внимание. Если видео понравилось, не забывайте поставить лайк. Увидимся в новых уроках. Всем пока!